Всем привет, с вами Малина Travel. Сегодня я расскажу вам, почему мы съезжаем с нашей любимой квартирки. Сегодня у меня будет немножечко такой хриплый голос, но нужно скорее быстрее записать и рассказать вам про эту историю. Вот столько вещей, 8 коробок таких, еще одна там, полный чемодан, еще коврик. Вообще это все не влазит, это мусор. Вот, с дивана додвинут, потому что Серега красил стены. Потом расскажу всю полностью историю, что так произошло. И вообще, почему мы съезжаем с нашей полюбившейся квартиры, с нашим полюбившимся балкончиком. На самом деле, причин уже накопилось прям супер множество, почему мы собираемся переезжать из этой квартиры. И, ну, прям есть 3 основные причины, которые я назову. Мелкие уже не буду называть, ладно, там их было супер много. Первая причина — это то, что когда мы заезжали в эту квартиру, предварительно перед подписанием договора, мы спрашивали, есть ли проблема в том, что к нам будут приезжать родители или вообще гости в целом, что они у нас как бы будут на какое-то время останавливаться. Ну, на что они сказали, что, конечно же, проблем нет. Типа, ничего в этом такого нет. Ну, типа, пускай остаются. Вот. Окей, хорошо. И плюс ко всему, когда мы заехали, нам дали бесплатно парковку. Бесплатно сейчас говорю, потому что по истечениям там месяца нам сказали за нее заплатить. Вот, заплатить за парковку и заплатить за родителей сверху по 50 евро. Ну, понятное дело, что это не такие великие деньги, но когда ты типа о чем-то договариваешься, такие подвохи как бы ожидать вообще совсем не хочется. Вторая причина — это то, что мы подозреваем, что мы платим электроэнергию за всю квартиру, ну, коммуналку полностью. Потому что, в общем-то, у нас в апреле месяце наша как бы электроэнергия выходила где-то на 600-700 киловатт, хотя это прям супер много, кто следит за киловаттами. Ну, это я не знаю, что там нужно делать. Мы дома-то практически не были, и топили мы всего где-то полмесяца, и то скандинавской батареей, которая в целом не так много потребляет. И 600-700 киловатт достаточно много. И когда мы пообщались с нашими соотечественниками в группах, они сказали, что они на целую семью тратят по 350 киловатт где-то, и что наши киловатты — это что-то вообще что-то нереальное, это очень много. Ну, естественно, мы жили с этой мыслью, как бы, что мы платим за весь дом, и мы с этим пытались мириться, потому что, ну, не очень хочется, да, постоянно переезжать, хотелось бы на подольше оставаться в какой-то из квартир, вот, и мы решили просто платить за эту электроэнергию, коммуналку и как бы, ну, просто как бы с этой мыслью жить дальше. Ну и третья, самая основная причина, это была протечка крана. У нас протек кран в ванной комнате, он очень был старый. В общем, предисловие рассказываю. Значит, мы перед тем, как подписать договор, там был пункт о том, что когда что-то типа ломается, все меняем мы, неважно, что ломается. Вот, Серега сказал, что нам не устраивает, как бы нас не устраивает этот пункт, давайте перечеркнем и давайте условимся, что если что-то сломаем мы, то есть там разобьем телевизор или, не знаю, разнесем квартиру, то мы за это платим. А если вдруг сломается какое-то, ну, что-то старое, допустим, старая микроволновка сломалась там по своей, да, уже старости, или кран потек там старый по своей старости, да, то, естественно, меняют это они. Ну, как, я не знаю, у нас так всегда было. У нас так и по первой получалось, что у нас потек кран на кухне, они поменяли на новый. Вот. И вот по истечению времени у нас сейчас потек еще один кран в ванной комнате, в раковине. И он был, ну, блин, он вообще прям на последнем издыхании работал и начал течь. На что, как бы мы им написали, что он течет, нужно поменять. Они сказали, что
сейчас уже это ваша обязанность поменять кран, и все оставшееся, что будет ломаться, все будете менять вы. Ну, как бы мы начали с ними спорить по этому поводу, потому что нас ситуация крайне не устраивала. И, блин, а вдруг там у них начнет сейчас все ломаться, и что, и нам теперь всю квартиру им поменять, обновить, сделать ремонт. Мы, типа, живем там 8 месяцев, почему мы должны это делать? Мы сказали тогда, что раз мы не можем на этой почве договориться, да, что мы уже изначально договорились, а они уже, типа, ссылаются якобы на договор, а что вы, типа, тогда договор подписывали, якобы. Вот, мы сказали, что тогда мы будем съезжать, вот, и мы хотим, типа, обратно свой залог. На что они сказали, что залог нам не вернут, потому что им нужно будет красить стены. И посчитали, что весь залог, типа, якобы идет на покраску стен. Мы отрицали этот факт и попросили их прийти и пообщаться. Когда они пришли уже, Серега с ним, с лендлордом, общался через переводчик. И, короче, там вообще дошло до такого, что нас попросили съехать в течение 24 часов, потому что, типа, а-ля мы не соблюдаем договор. Серега говорит ему, а где мы не соблюдаем договор? Мы, типа, платим вовремя, все, типа, там, все, типа. Вот. Но, типа, то, что мы отказываемся поменять кран, это мы не соблюдаем договор, якобы. Мы чисто просто развели руками и посмеялись, как бы. Мы предложили им покрасить стены самим, на что они успешно отказались. На что мы сказали, тогда мы будем обращаться к юристам. Вот, и он сказал, ой, ну обращайтесь к юристам, у нас договор вообще классно составлен. И мы говорим, ну тогда наш адвокат будет с вами связываться, потому что у нас есть видеосъемка и фотосъемка с первого дня, как мы заехали, и стены там были абсолютно такие же, как и сейчас. Услышав про адвоката, они как будто бы испугались и, ну, видимо, не знаю, налоги не платят. И сразу же говорят, что вы можете оставаться еще 30 дней. Типа, вы же по договору должны были предупредить за 30 дней. В общем-то, вещи все вывезли. У нас была такая огромная куча, гора коробок. У нас остались только вещи, с которыми мы поедем в Черногорию. Это 2 рюкзака. И немного еды. Ну, еду мы доедим, конечно же. Я сейчас буду убираться во всей квартире, чтобы все красиво, все спокойно. Мы ее уже отдали сегодня. Вот. Серега покрасил все стены. И прихожку он будет докрашивать вот когда приедет только. Все. Квартирка. Спасибо тебе за все. Это было прикольное время. Весь, короче, этот месяц мы там жили и думали, гадали, просто каждый день перебирали вообще все возможные варианты, какой подвох можно от них ожидать. Потому что, ну, уже понятно, что мы по-нормальному разойтись не можем. Вот. Мы, наверное, продумали просто все варианты, но оказалось, один вариант мы даже не рассматривали, и мы настолько были в шоке просто. Прям последние прям минуточки в этой квартире. Сейчас придут собственники квартиры, покажем все. И, как говорится, чао, какао. А вообще-то они уже опаздывают. Здраво. И заходят. Осматривают квартиру и такие смотрят на стены, так поверхностно, ничего не проверяют, типа, знаете, там вот пальчиком посмотреть, там, не знаю, лупой разглядеть, вот. Посмотрели, такие, добро, хорошо, отлично, вообще даже в комнату просто заходили, такие, оп, взглянули, ничего, ни шкафы, ничего вообще не проверяли. Я им уже посуду открываю, показываю, типа, вот ваша посуда, типа, все в целости и сохранности. Они такие, да, не, закрывай, все нормально, там, расходный материал, типа. Я такая, мы с Серегой переглянулись такие друг на друга, мы такие, блин, чё ж дальше будет-то, подождите. Вот, ну в итоге, короче, мы просто высчитали электроэнергию, они вернули нам оставшийся залог, и мы просто уехали, и все. Ну такого мы, конечно, даже и не рассматривали, не ожидали. Дальше нам нужно было найти жилье посуточное.
И тут-то как раз-таки нас ждал небольшой подвох. И, видимо, жизнь нам такая: сильно не расслабляйтесь, не все так просто и легко. И вот под конец дня дала нам такую жару. Ребята, мы заселились наконец-то. Сколько сейчас, кстати, солнце? 10 часов вечера. Мы заселились в апартаменты. Хотите прикол? Без приключений у нас не бывает, конечно же. Мы забронировали эти апартаменты где-то 8. Нам сказали, что собственники приедут через час. Мы такие: ну ладно, мы подождем, окей, хорошо, час это в целом недолго, мы как раз перекусили. И получается, доходим до квартиры, вот проходит час, нас встречает этот собственник и говорит: у нас квартира не убрана, нам нужно еще 45 минут, чтобы убраться. Ну, хотите за 15? Он говорит: да, хотите уберемся за 15, но будет плохо, но лучше мы за 45 минут уберемся, но будет хорошо. Мы такие, ну, с такими кислыми минами, короче, ушли. Ладно, сидим, думаем, ну, 45 минут, поделаем свои дела. Вот. И в итоге через минут 15-20 он пишет, что все готово, можете заезжать. То есть они плохо убирались, да? Ну, самый прикол в том, что мы удивляемся, что, типа, это что-то ненормальное, и как, типа, вообще такое может быть. А для них, типа, это норм. Ну, и ничего в этом такого нет. Подождать 45 минут еще, типа, сверху. Чуть здесь такого: иди кофе попей, господи, посиди, отдохни, полака, жизнь, кайф. Не, ладно бы мы посидели, подождали бы, там, я не знаю, ну, полчаса, час, да, грубо говоря, если бы это было еще какое-то раннее время, и у нас не был супер такой насыщенный день, но мы сегодня встали в 7:30 утра для того, чтобы собрать там все вещи свои, перевести, потом до вечера убирались, потом сдали квартиру, и вот вечером мы уже такие: ну вот все, сейчас мы придем в квартиру и просто бахнемся на кровать и уснем. Но нет, тут нас приколы так и не покидают. Короче, давайте супер быстрый обзор хатки. Ну, во-первых, заходим, мы такие: блин, а есть тапочки, ребят? Да, есть, пожалуйста. Я чуть не блеванулась, честно. Так, ну здесь типа такая кухонька, мини, да? Ну, все как living room, типа. ТВ, обеденный стол. Уже у нас все там заставлено. И есть вот вторая комнатка. Растеница, которая говорит: блин, пожалуйста, полейте меня, я так хочу пить. Вот, и шкаф, сушка и кровать, да. Слава богу, постель, кстати, чистая. Очень часто попадаем на грязную постель. Эту квартирку мы сняли на 2 суток, и послезавтра мы уже выдвигаемся в аэропорт. Мы уже ждем скорее, когда этот день настанет. Завтра у нас встреча по продвижению и фотосъемке. Перед поездкой в Черногорию мы заглянули в Белград, где на рождественскую ярмарку, и записали вам некоторые видео. Всем привет! Пришли на рождественскую ярмарку в Белграде! Час ночи. Я перекидываю видяшки, то, что сегодня поделала с ярмарки новогодней в Белграде. Перекидываю их все на телефон, очищаю флешку. Нужно еще вещи собирать. У меня температура хреначит. Квартира посуточная, которую мы сняли, она вся пропахла плесенью, и очень тяжело дышать здесь. Мы открываем окна, естественно, нам холодно. Вот, и мы включили кондишку, климу, для того, чтобы погреться. Я сегодня попила мед с молоком,
Кайфанула, я так давно этого хотела, я так давно этого не пила. Прям выезд у нас завтра в 10 утра. Было приятно очень сегодня увидеть, что до аэропорта отсюда нам ехать 36 минут. Хотя это, ну, типа, вроде как центр города. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Обязательно ставьте лайки, делитесь комментариями своими историями, как вы съезжали от лендлордов. Возможно, даже если вы смотрите меня из Сербии, напишите свои ситуации из Сербии, если из других стран, тоже напишите. Также подписывайтесь. В следующем видео мы полетим в Черногорию. Будет очень-очень красивый, интересный контент. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока-пока!